Согласно социологическому исследованию, которое провел штаб Бориса Надеждина, рейтинг кандидатов в президенты Владислава Дованкова достиг двузначного числа среди определившихся избирателей. И это очень важный психологический рубеж. Ведь как только преодолевается отметка в 10%, на претендента начинают обращать внимание не только самые политически заряженные граждане, но и все остальное общество. Начинает рассматривать его как возможную альтернативу. 6 лет назад наша страна извлекла важный урок. Если Путин легко проходит процедуру переизбрания, то после нее он ведет себя так, будто у него развязаны руки. В мае 2018 года у Путина была инаугурация, а уже в августе он объявил о повышении пенсионного возраста. Сейчас десятки миллионов граждан России, независимо от политических предпочтений, справедливо опасаются, что Путин снова как по маслу проскочит в Кремль. А потом опять заявят о трудном решении, к которому следует отнестись с пониманием. Например, мобилизует чьего-нибудь отца, внука, сына или мужа. В отличие от нас с вами, огромное количество россиян пока еще не поверили, что Путин реально может проиграть выборы или получить на них какие-то серьезные существенные проблемы. Но способ хотя бы немного подпортить ему игру россияне ищут вовсю. Социологическое исследование команды Надеждина демонстрирует вполне определенную тенденцию. Чем больше людей принимают решение, за кого им проголосовать, тем выше рейтинг Дованкова. Немного прибавляет коммунист Харитонов, а вот рейтинг Путина, наоборот, снижается. Из тех, кто определяется с мнением сейчас, он не получает практически никого. Его рейтинг так и стоит на 56%. При том, что это все результаты телефонного опроса. По телефону человек может сказать, что он за Путина, а анонимный бюллетень кинуть за другого кандидата. 19,5% россиян пока еще остаются неопределившимися. Это потенциальный электорат не Путина совсем, а альтернативных кандидатов. Огромный потенциал для нашей с вами работы. Кроме того, есть еще немало граждан, которые сказали, что точно решили не идти на выборы. Обычно в вопросах так категорично отвечают люди оппозиционных взглядов. Неплохо бы все-таки уговорить прийти и их. Напомню базовое правило. Победу одерживает тот, кто лучше мобилизовал свой электорат. Путинской системе совершенно не нужна явка на избирательные участки сама по себе. Системе нужна явка именно пропутинских избирателей, которых сильно меньше половины от числа всех граждан России, имеющих право голоса. А нам с вами нужна наша явка. Нам необходимо позвать в кабинку для голосования каждого, кто хочет снизить вероятность, что его или близкого ему человека отправят в мясной штурм. 40-летний Дованков сделал слова «мир» и «переговоры» своими предвыборными лозунгами. При этом он вполне системный человек и занимает пост заместителя председателя Государственной Думы. Прям-таки универсальный для нас с вами инструмент. И мы можем за него проголосовать. Нам не привыкать искать в бюллетене лучшего из худших. За него же может проголосовать и ваша бабушка, которая вообще не из либерального пузыря, но зато каждый день видит молодого кандидата по центральным телеканалам. У нас нет ни одной причины унывать. Уныние характерно для ситуации, когда не знаешь, что делать, а мы-то знаем. Нужно голосовать за претендента, который уже сейчас на втором месте после Путина. Сагитировать поступить так же все свое окружение, вплоть до троюродной тети. Благо, что в этот раз попался вполне удобный для агитации претендент. Даже путинистов можно убедить проголосовать за него. Системный же человек. Зато в 30-м году ему будет не 78. На всю эту историю с надувающимся Дованковым есть диаметрально противоположные реакции в оппозиции. Начнем с хороших. Екатерина Дунцова сказала, что будет голосовать за Дованкова в воскресенье в полдень, пояснив, что этот кандидат самый близкий к нам по своим позициям. Хотя позиции его и недостаточно антивоенные, как хотелось бы, что правда. То есть вы выбираете между Харитоновым и Дованковым? Склоняюсь в сторону Дованкова, я бы так сказала. Он также за скорейшее окончание СВО, но при этом, если перейти на его сайт, на программу, то там написано за скорейшее окончание СВО на условиях России. Понятно, что сейчас из 4 кандидатов ни один не может полностью отвечать тем ценностям, тем посылам, про которые, в том числе, я говорила во время своей президентской кампании. И, по сути говоря, чисто математический выбор для того, чтобы было понятно, сколько реально голосов
за власть. Вот выражение мнения тех людей, которые хотят понимания, что будет в будущем. Екатерина Шульман сказала, что голосовать за Дованкова – это хорошая стратегия. Сравнила ее с умным голосованием и вспомнила интересную историю. Третий Тактика. пункт – это предложение Каца голосовать за Дованкова. Насколько эффективно вот с точки зрения того, чтобы отнять голоса у Путина? Давайте так сформулируем вопрос. Если бы речь шла о более-менее нормальных выборах, то это была бы самая разумная тактика. Абсолютно точно. Если вы хотите снизить результат основного кандидата или основной партии, вы пользуетесь тем приемом, который, собственно, изобрел Алексей Навальный. Умное голосование называется. Да. Либо вы голосуете за любого другого, но еще лучше, еще эффективнее, вы голосуете всей толпой за одного кандидата, не из любви к этому кандидату, а для того, чтобы уменьшить долю будущего вашего победителя. При удачном стечении обстоятельств умное голосование приводило к тому, что, как в 2018 году, 4 губернатора лишились своих должностей. В 2018 году на региональных выборах мы увидели вот эту вот инструментализацию протестного голосования через технику умного голосования. Это был, я бы сказала, гениальный политический прием, как влиять на результаты выборов, не участвуя в них. Екатерина Михайловна тут немного перепутала даты. Умное голосование появилось после того, как прокатили губернаторов в 2018-м. Губернаторов прокатили в сентябре, еще до его изобретения. Тогда 5 единороссов увели на вторые туры, и все 5 проиграли. В Приморье в последний момент отменили выборы, а в 4 других регионах избрались незапланированные губернаторы. Самый интересный тут пример – Владимирская область. Там избиралась очень статусная единоросска Светлана Орлова, действующий губернатор Владимирской области. Владимирская область – регион не протестный. В том же 2018 году за Путина там проголосовали 73% избирателей. А потом, через несколько месяцев, отчебучили. Несмотря на снятие сильного кандидата от КПРФ, взяли и отправили во второй тур Орлову против местного технического кандидата от ЛДПР по фамилии Сипягин. Кандидат этот разве что прямым текстом не просил его не избирать. Граждане, говорит, вы чего? Куда? Я сижу себе тут спокойно. Какое губернаторство? Граждане! И наблюдателей отозвал, и кампанию не вел. И все равно граждане решили, что ему быть губернатором. Во втором туре он победил, да еще и с большим отрывом. И фальсифицировать результат тогда во Владимирской области не вышло. Многие комиссии подменяли результаты Орловой и Сипягина во втором туре, просто меняли цифры местами. Но таких комиссий оказалось слишком мало, и натянуть не получилось. Единоросска поехала восвояси. У скептиков, о которых чуть позже мы поговорим, найдется миллион причин, почему Памфилова и Путин не позволят такому произойти в масштабах страны. Но наше-то с вами дело попытаться сделать так, чтобы именно такой опрокидывающий результат лежал в урнах. До него далеко, но почему не попробовать? Да, может, и нарисуют потом, но пусть сначала там будет протестный результат, а потом пусть рисуют. Теперь перейдем к негативу. Я не шучу. Вчера весь день обсуждали прав лекарств. Вся старая оппозиция критиковала Дованкова и, конечно, меня, и объясняла, почему никак нельзя за Дованкова голосовать. У Плющева вышло целое видео с Фишманом о том, что Кац не прав, и точно совершенно ничего не получится. На «Свободе» вообще вышла целая дискуссия под названием «Полдень против Каца», где один из авторов акции «Полдень против Путина» ругал меня и говорил, что не так важно, за кого голосовать, важно, чтобы в полдень. Главред «Дождя» Тихон Зитко сообщил, что на выборы пойдет, но голосовать там за Дованкова ни в коем случае неприемлемо. Леонид Волков, бывший глава штабов Навального, выпустил целый политологический пост о том, почему это совсем другое, почему принципы умного голосования никак тут не применимы и почему Дованков никуда не годится. Партия «Яблоко» выпустила агитматериал, в котором говорится, что все 4 кандидата совершенно одинаковы и что никакой разницы между Путиным и Дованковым нет. Квинтэссенцией всего этого стало выступление вдохновленного политолога на «Дожде», где тот сказал, что проголосовать на этих выборах можно даже и за Путина.
Главное собраться вместе и не унывать. Голосовать-то можно за кого угодно. Можно голосовать хоть за Дованкова, хоть за Харитонова, хоть за Слуцкого, хоть за Владимира Путина. На исход выборов это никак не повлияет. Центральная избирательная комиссия все равно покажет 80% плюс поддержки Владимира Путина, сколько бы людей за него реально не проголосовало. Поэтому это вопрос довольно лукавый, который отводит внимание от главного. От того, что людям не нужно деморализовываться, людям нужно поддерживать друг друга, людям нужно демонстрировать друг другу, что таких, как они, много. Власть этого боится на самом деле больше. Ну что тут скажешь? Есть люди, которые выглядят как оппозиция или как независимые журналисты, но в ключевой момент находят такие слова, которые наиболее эффективно помогут Путину преодолеть кочку, яму или пропасть, к которой приблизился его режим. Не по заказу. Их никто не купил. Просто так велят их моральные компасы. Распространять уныние, безнадегу, демотивировать, подбирать такие слова, чтобы зритель решил бездействовать. Раньше они призывали к бойкоту. Теперь бойкот, к счастью, проехали. Сейчас эти люди сосредоточились на агитации против кандидата, идущего вторым. Объясняют, что он вообще нифига не за мир. Когда в агитации его говорится, что как раз-таки за мир. Но нет, не верят, разоблачают. В действительности говорят, за войну он. Так что не беспокойтесь, граждане. Если вам показалось, что можно тут вот фигу начальству показать, то нет, нельзя. И вообще ничего не получится. Я ужасно рад, что это первые выборы, когда в российском гражданском обществе выросли зубастые аудитории, не позволяющие этим людям захватить эфир. Если зайти в комменты любого подобного видео, можно увидеть тысячи и тысячи комментариев с критикой такой позиции. Александр Плющев даже не выдержал и всех стал называть ботами, а Тихон Зитко назвал это интернет-терроризмом. Нет, друзья, это не интернет-терроризм и не боты. Просто когда кровавый упырь, развязавший войну, идет на выборы, а общество задумало показать ему фигу, проголосовав за молодого кандидата с антивоенной программой и агитацией, но нельзя в такой ситуации молодого кандидата критиковать и сосредотачиваться на этом. Большая аудитория – это еще и большая ответственность. Тем более во времена, когда в результате политических решений гибнут люди каждый день. Только российское общество может остановить войну, отозвав свою поддержку Владимиру Путину. И вот оно вроде бы даже приготовилось действовать, а вы его отговариваете. Конечно, люди выразят с вами свое несогласие. Куда ж тут денешься? Кто выражает несогласие, все большие молодцы и большое всем спасибо. К сожалению, пока противодействуют все эти лидеры мнений с большими аудиториями, волну запустить трудно. Очень правильно, что на них оказывается общественное давление. Никто не обязан помогать надувать Дованкова, но зачем этому мешать? Все, о чем я всю дорогу просил, это не мешать. Не выступать против других кандидатов, не критиковать других кандидатов, критиковать только Путина. Хорошо бы, чтобы лидеры мнений из старой оппозиции смогли хотя бы это. Да, насчет акции «Полдень против Путина». Это хорошая инициатива, полезная. У меня будет ролик в поддержку этой акции с ясным призывом принять в ней участие ближе к дню выборов. Но это акция для людей четко оппозиционных взглядов, которые хотят еще и усилить свое высказывание приходом в назначенное Алексеем Навальным время. Мы не уговорим сделать такое нейтрально настроенную бабушку. Так давайте сначала убедим ее проголосовать вообще за кого-то другого, а не за Путина. У нас в России около 110 миллионов избирателей. Нельзя фокусировать 100% своих усилий только на тех нескольких миллионов, которые однозначно нам доверяют и могут принять участие в акции. Следует зазвать проголосовать против Путина, против войны и возможной новой мобилизации самые широкие слои российского общества. У этой стратегии нет ни одного противоречия с акцией «Полдень против Путина». Они взаимодополняют и усиливают друг друга. Просто не будем забывать про те десятки миллионов человек, которые примут решение не участвовать в самой акции, но вот на более понятный и широкий призыв проголосовать за мир откликнуться. С ними-то мы тоже должны поговорить. И вот это я и пытаюсь сделать. Так зачем же мне мешать? Есть еще один любопытный момент. Про кампанию незарегистрированного кандидата Бориса Надеждина знают примерно половина граждан России, а примерно каждый четвертый россиянин пристально за ней следил. Это мы говорим про антивоенного кандидата, которого даже до выборов не допустили. В российском обществе интерес к каким-то переменам, надежда на них очень большие.
И сейчас мы можем эти интерес и надежду быстро конвертировать в не те бюллетени в урнах, в необходимость массовых фальсификаций, чтобы масштабные вбросы стали единственным способом для Путина удержаться у власти. Это же хорошая затея. Так зачем же выступать против? Зачем же мешать? В конце я хотел бы обратиться с одним контринтуитивным предложением. Не надо воспринимать Владислава Дованкова как наш последний шанс. Очевидно, многие люди очень боятся, что вот они возложат все надежды на Дованкова, а потом этих своих последних надежд лишатся. Не надо мыслить в таких категориях. Ни Екатерина Дунцова, ни Борис Надеждин, ни Владислав Дованков никто не является последней возможностью достичь успеха. Возможностей будет еще много. Сейчас нам с вами надо испытать хороший такой азарт. Каждый человек, которого вы смогли убедить проголосовать, это плюс один шанс. Само электоральное мероприятие будет только в конце недели, но настоящий драйв можно почувствовать уже сейчас. Мы не можем здесь проиграть. Если у нас не получится, мы не разочаруемся, не впадем в уныние, не испытаем никакого отчаяния. Мы попытались. Это же главное – попытаться сделать все, что мы можем. Использовать по максимуму вот такое окно возможностей. Ну, не получится – хорошо. Будем искать возможность сыграть следующую партию и обязательно найдем. Но это потом. А сейчас мы играем, и, конечно же, с прицелом на победу. Делаем все, чтобы одержать верх, чтобы попробовать это все сдвинуть. Нам должно быть интересно. Это ж реально любопытно, насколько в итоге мы сможем надуть этого Дованкова, если все вместе очень постараемся. У Дованкова есть некоторые базовые характеристики. Он не людоед. Говорит, что мир — это хорошо, а цензура — плохо. Он поставил подпись за выдвижение Бориса Надеждина. Тоже плюсик ему в карму. Но в общем и целом место Дованкова на предстоящей процедуре определил не он сам. Его определили мы. Мы решили, что наш голос за него будет голосом против войны и новых волн мобилизации. И теперь все в России будут понимать, что именно означает бюллетень с галочкой напротив этой фамилии. Нам не надо соглашаться со всем, что говорит Дованков, или вообще даже лично его как-то поддерживать. Но он сам теперь, даже если очень постарается, уже не сможет откреститься от того смысла, который мы вложили в его кандидатуру. В общем, задор, драйв и азарт. Да, есть вещи, которые мы не контролируем. Например, сколько бюллетеней за Путина вбросит какой-нибудь чеченский избирком. Но в нашей с вами зоне ответственности ситуацию управляем мы. И мы точно не проиграем. Мы или победим в этой партии, или продвинемся вперед и победим в следующей. Мы не ограничены в количестве попыток. А вот Путину достаточно проиграть всего один раз. Я понимаю, что многие не верят, что этот раз будет в это воскресенье. Но наше дело — попробовать это приблизить. Так что давайте пробовать. До завтра.